Добрый день, подписчики наши покупатели, наши клиенты и просто мимо проходящие, случайно посмотревшие на наш канал. Мы снимаем видео по запросу нашего постоянного покупателя, приобрели материал с целлюлозой, и так как они у нас уже брали разные материалы, но вот такую еще не брали, это для них вот сейчас. Давайте посмотрим, может быть кому-то будет это тоже полезно. Так, наносим мы декоративную штукатурку Ривьера. Это материал с волокнами. Видно прямо, что здесь вот такие вот волокна. Это материал трещиностойкий, он выдерживает плотные слои. Вот такой вот материал, то есть он прямо с волокнами, как волосья. Они между собой переплетаясь, удерживают микротрещины. Также он подходит на плотные слои и скрывает дефекты стен. Вот даже специально взяли планшет дефектовый, то есть видите, вот на нем делали образцы, мастер-классы, и вот такой он страшненький. Наносим. Видите, да? Ничего, то есть все скрывает, все дефекты. Ну, я могу сразу сказать, если у вас очень кривые стены, то лучше их заштукатурить. Когда вот такие дефекты на стенах, то декоративной штукатуркой, заполняя неровности, у вас увеличивается ее расход. Ну, то есть вы купите больше материала. Наносим, как мы уже знаем все, с левого верхнего угла двигаемся в шахматном порядке к правому нижнему. Я сейчас наношу на планшет вот кусок, а вы уже знаете, те, кто смотрит видео, уже знают, что делаем мы в шахматном порядке. Участок, формируем рисунок. В шахматном порядке следующий участок, формируем рисунок. Уходим вниз. То есть мы соединяем сырое с сырым, не даем штукатурке высохнуть. И так идем до угла. То есть вот такой материал. Он очень прочный. Внутренние и наружные работы, сразу хочу сказать. Для внутренних и наружных работ. Рисунок формируем. Вот я бы предложила сделать вот так. Мы уже аналогично наносили материалы. Он и выглядит иначе. А наносится вот, видите, то есть мы ее ведем. Вот, берем материал на кельму, прислоняем и ведем, формируя рисунок вот такой круговой. Можно, то есть вот так мы делаем, раз, и в разные стороны. Материал у нас тянется за кельмой. Далее, когда он подсохнет, высохнуть, кстати, мы ему даем сутки. И далее мы его почистим немножко по верхам и покроем воском колерованным. То есть все как у клиента. Сделаем так, как у клиента. Вот, еще раз повторяю. Нанесли тоненький слой и формируем рисунок кельмой. Держим ее вот так вот параллельно стене. Параллельно стене и формируем рисунок. Так, высохла наша штукатурка. Она имеет вот такой вид, и поверхность не очень приятная, видите, такая шероховатая. Для того, чтобы убрать эту шероховатость, мы ее подчищаем, срезаем верхушки вот. Хочу также отметить, что когда вы срезаете верхушки, она уже на ощупь становится более приятная. И не видно никаких дефектов. Вы помните, какой был планшет весь страшный? Далее, что мы делаем далее? Мы берем губку. Губку предварительно смачиваем водой и выжимаем. У меня здесь воды нет, но вы под краном прямо ее смочите и выжмите. Для чего это делается? Все, кто у нас бывает в отделе, мы всем проговариваем. Еще раз вот скажу. Губка — это такой материал, который весь воск, вот это верхнее покрытие, впитает внутрь. Вот, и потом вы это сольете в раковину. Вот чтобы такого не происходило, перерасхода, мы просто смачиваем сначала ее в воде и выжимаем. Дальше колерованный воск, мы сразу же сюда добавили бриллианта. Покрываем, вот мы взяли и покрываем круговыми движениями. Он светлый, воск. Сделан специально светлым, потому как у клиентов тоже цвет светлый. Напомню, что видео снимается по запросу постоянных наших покупателей.
И вот такими круговыми движениями. В чем преимущество воска перед лаком или патиной? Воск – это защитное средство именно с содержанием восковой эмульсии. Оно одновременно колируется, то есть мы придаем и цвет, и защиту одновременно. И он не оставляет переходов вот таких вот явных. Кто сталкивался, тот знает. Если вы покрываете лаком каким-то или патиной, покрываете, и у вас вот эти вот переходы остаются, здесь соединение. Покрыли кусок, следующий кусок покрываем, и здесь такое соединение. Так вот, с воском такого не происходит. В принципе, вот и все. Такой вот образец. Вот такой получился образец. Это он поближе и чуть-чуть светлее. Светлый цвет, но все-таки видна фактура. Спасибо всем, кто нас смотрит. Задавайте вопросы в комментариях, мы всем без исключения отвечаем. Ну и мы будем рады новым подписчикам и лайкам. Всем пока!